Беспроводные наушники с динамическими драйверами на 10 мм, поддержкой фирменного приложения, 3 предустановками звучания, удобным и интуитивно понятным сенсорным управлением, поддержкой режима низкой задержки, временем автономной работы до 7 часов на одном заряде наушников и до 28 часов вместе с боксом. И как вы уже поняли, обо всем этом не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Oppo Enco Air 2i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в светлой упаковке из плотного картона. На ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Упаковка хорошая, пришла целая, как и само устройство. В комплекте у нас все стандартно: бокс, наушники, краткое руководство на китайском языке, амбушюры. Один наушник весит 3,9 грамма, а бокс 31 грамм. Габариты бокса и наушников вы видите на экране. Все довольно компактненько. Звуковод овальной формы с хорошо наклеенной пластиковой сеточкой и выступом для удержания амбушюр. В 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 16 тысяч человек. Хотите совет по поводу железок, вы его там получите. И мой личный телеграм-канал, где мы общаемся на тему новых гаджетов. И только их. Ежедневно, 24/7. Не забудьте подписаться на этот канал с колоколом. Перейдем же к наушникам. Беспроводные наушники Oppo Enco Air 2i можно приобрести в двух расцветках. Это белая и черная. Дизайн бокса обыкновенный. Выглядит он хорошо, форма бокса круглая и выполнен он из глянцевого пластика. Материалы качественные, в кармане он практически не мешается. На корпусе расположили надпись Oppo, LED-индикатор и разъем Type-C. Кнопки для сброса и сопряжения отсутствуют. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Шарнир пластиковый и люфт у крышки есть, но незначительный. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Вытряхнуть их с бокса с закрытой крышкой сложно. Как и в целом сложно их вытряхнуть даже с открытой крышкой. Это хорошо. Извлекать наушники из бокса удобно, крышка не мешается и наушники не скользкие. Переходим к наушникам. Выполнены уши из глянцевого пластика. Дизайн наушников неплохой, посадка плотная, из ушей сильно не выпирают. Наушники достаточно легкие при длительной носке, уши не устают. Во время пробежки из ушей они не выпадают, а пассивная шумоизоляция на среднем уровне. Далее на корпусе расположили по два контакта для зарядки, маркировку left-right, микрофоны и сенсорные области для управления, которые обозначены углублением верхней части ножек. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки и, разумеется, регулировка громкости, что очень хорошо. Одиночный тап на борту, но у меня с включенным одиночным тапом ложных срабатываний не было. Настроить команды можно, команды сопровождаются системными звуками и озвучкой женским голосом на китайском языке. Управление удобное и на тапы наушники откликаются быстро. Плюс управление полноценное. Есть управление камерой, но только в паре с OnePlus или смартфонами Oppo. Далее наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами с титановым покрытием. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Мультипоинт данная пара не поддерживает, как и активное шумоподавление с режимом прозрачности, что тоже неудивительно. Также, к сожалению, для удобства не предоставили датчики автоматической паузы. Но для пользователей смартфона от Oppo или OnePlus есть анимация при подключении, а также все настройки наушников находятся во вкладке Bluetooth, никакие программы качать не надо. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Далее, емкость аккумулятора бокса 460 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полный цикл зарядки наушников и бокса в среднем 2 часа занимает. Чтобы зарядить наушники, потребуется 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки у бокса нет, саморазряд у бокса я не наблюдал. Наушники отыграли на моем тесте на 70% громкости по кодеку AAC 6 часов. Разряд наушников неравномерный, разница около 10%. С боксом Air 2i может прослужить около 25 часов в подобном же сценарии использования. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников, я искупал их в воде около 30 секунд. Отмечу, что все тесты и запись примера микрофона я проводил до того, как они искупались в воде. По итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал. Летим далее. На смартфонах OnePlus и Oppo все настройки доступны во вкладке Bluetooth, как я уже говорил. Если вы использовали смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему еще и в процентах, эквалайзер Enco Master с 3 предустановками звучания, настройка тапов, включение функции для управления
создания камеры, переход во вкладку Dolby Atmos в случае, если ваш смартфон поддерживает данную технологию, и, разумеется, обновление прошивки, но мне обновление еще не прилетало. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC SBC. Наушники связь держат стабильно, без обрывов, но изредка проскакивают фризы. Задержка звука при просмотре роликов на YouTube незаметна, как, к слову, и в играх с включенным режимом низкой задержки. Конечно, она не минимальная, но приемлемая для того, чтобы можно было комфортно играть в шутеры. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают не мрачно, я бы сказал, что хорошо, учитывая стоимость. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo Air 2i и насколько хорошо они могут отрабатывать в различных условиях обстановки вы сейчас слышите, но в тысячный раз напоминаю, какие бы наушники вы ни купили, неважно за какую стоимость и какого бренда, неважно как хорошо вы их подбирали, при любом раскладе, к сожалению, для вас наушники со своими микрофонами работать хуже, чем смартфон со своим микрофоном. Чем ближе к источнику звука микрофон, тем лучше качество звука. Звучание. Громкости лично мне достаточно, запас громкости есть, и я прослушивал музыку на громкости не выше, чем на 70%. Если вы слушаете громче, то я бы на вашем месте однозначно сходил бы к лору. Звучание басхедное, но при этом хорошо сбалансированное. Для тех, кому нравится очень мощный бас, данная пара со стоковым звучанием не подойдет, так как бас плотный, но без лишнего акцента. Каши из частот я практически не ощутил, высокие звучат приятно и отчетливо, середина имеет хорошую проработку, и в общей картине звучание достаточно качественное. Для современной музыки не только Oppo Enco Air 2i хороший выбор за подобную стоимость. Также отмечу, что звучание не тяжелое, так как даже после 2 часов прослушивания музыки усталости от прослушивания нет. Главное, громкость не выкручивать на 100%. Из минусов: нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет поиска наушников через приложение, нет ANC активного шумодава и мало расцветок модели. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она по мне даже очень позитивная, притом очень часто и не только во время распродаж. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто поставит лайк этому ролику, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту, если еще и подписались, двойное вам спасибо. Все, что интересное продается, стараюсь покупать и рассказывать вам на канале. Не зря же каждый день обзоры. Резюмирую, беспроводные наушники Oppo Enco Air 2i хорошая пара в этой ценовой категории, так как по всем основным моментам они показали себя очень достойно. Я имею в виду полноценное управление, поддержку приложения, хорошее время автономной работы и, разумеется, звучание. От меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.